Привет, друзья! Я уверен, что каждый из вас видел в старых советских автобусах перемотанный руль пластиком. Стоит сказать, водители подобное делали не только в автобусах, но все же. Возникает вопрос, почему руль так обматывали? Неужели только для красоты? И вообще, где брали такой пластик? Практически все, кто ездил в автобусах во времена СССР, замечал, что на руле водителя была намотана какая-то пластиковая лента или шнур. И как и я, многие думали, что автобусы в таком виде выпускались с завода. Но на самом деле это была уже доработка самих водителей. Можно сказать, тюнинг того времени. И об этом знали совсем немногие, большей частью те, кто видел голый руль нового автобуса. Так какова же все-таки причина наматывания разной обмотки на руль водителями и где они ее доставали в условиях советского дефицита? Как вы уже могли догадаться, с конвейера завода рули автобусов выпускались голыми, без всяких оплеток и обмоток. И можно представить, каким тонким был руль без всяких колхозных тюнингов. Оказывается, что водители наматывали на руль не специально предназначенные для этих целей оплетки, а то, что было у них под рукой. Русская смекалка помогла водителям в самом автобусе найти необходимый материал. Так, у советских автобусов снаружи и внутри была отделка из алюминиевых полосок, которые называются молдинги. Эти молдинги прикручивались шурупами, а чтобы их скрыть для красоты, так сказать, сверху они декорировались пластиковыми вставками или вставками из ПВХ. Пластик просто вставлялся в специальный желоб, поэтому вытащить его оттуда не составляло труда. А поскольку не все молдинги шли с завода с пластиком, то обычному гражданину СССР отсутствие пластика в металлических деталях автобуса не было заметно. То есть именно эти элементы декора автобуса из пластика или ПВХ водители использовали для обмотки руля автобуса. Зачем же водители наматывали на руль эти шнуры? Как я уже говорил ранее, руль нового автобуса был очень тонким. Водители обычно мужчины с большими кистями, и конечно же им было тяжело управлять автобусом с таким очень неудобным рулем. Поэтому, чтобы руль удобнее сидел в руках, а также чтобы не скользил, водители придумали такую хитрость. И кто бы мог подумать, что на заводах по производству автобусов знали о том, что когда новый автобус поступал в автобусный парк, все пластиковые вставки тут же с него снимались и отправлялись декорировать руль. И тем не менее, не было ни одной попытки сделать руль более удобным для водителя, более толстым или с мягким ободом руля. Исключением из этой автобусной истории является Икарус. Руль у Икаруса не был ничем обмотан потому, что уже с завода был толстым и мягким. Никакие водительские доработки не требовались, поэтому весь молдинговый декор Икаруса был на месте. Почему же руль Икаруса был другим? Дело в том, что производился данный автобус в Венгрии, и как оказалось, венгры делали рули именно для удобства водителей, а не вопреки или назло. И это прекрасный пример того, когда руководство завода слышит мнение людей и идет им навстречу. А на этом все, пока.